Америка теряет Ближний Восток. Регион, который, казалось, прочно находится в зоне американского влияния, отходит от него все дальше. Что же происходит? Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». В 2020 году в истории Ближнего Востока произошло интересное событие. 4 страны, 4 члена Лиги арабских государств, Бахрейн, Марокко, Судан и Объединенные Арабские Эмираты решили восстановить отношения с Израилем, наладить с ним полноценные связи, обменяться посольствами, ну и в целом выстроить какую-то нормальную взаимную двустороннюю политику. К 2023 году казалось, что новый мировой порядок, в общем-то, сложился на Ближнем Востоке. Казалось, что Саудовская Аравия, крупнейшее суннитское государство региона, вот-вот признает Израиль, и начнется буквально новая эра Ближнего Востока, когда суннитские монархии и Израиль вместе будут противостоять шиитскому Ирану и бороться с его влиянием в регионе. Но 7 октября 2023 года боевики Хамас напали на мирных израильских граждан, совершив страшнейшую, крупнейшую атаку против еврейского государства с момента его основания. Израиль ответил масштабной бомбардировочной кампанией и армейскими рейдами, и новый мировой порядок, который, казалось бы, вот-вот должен сложиться на Ближнем Востоке, остался только в планах и мечтах. Власти Саудовской Аравии заявили, что не признают еврейского государства, пока не будет создано государство палестинское. Иордания отозвала своего посла из Израиля, а визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Марокко был отменен. На улицы арабских городов высыпали тысячи людей, которые требовали от своих стран решительно осудить действия Израиля. В Иордании и Марокко, например, протестующие призвали разорвать мирные договоры, которые власти их стран имели с Израилем. Все это также решительным образом сказалось на Соединенных Штатах Америки и на их репутации. Дело в том, что опросы общественного мнения показывали, что арабский мир очень плохо относился к Соединенным Штатам Америки после вторжения в Ирак. Ни один практически араб не мог считать себя фанатом или любителем Соединенных Штатов Америки. Это было реально практически незаметное меньшинство. По данным компании Arab Barometer, к 2022 году ситуация изменилась. Практически во всех арабских странах примерно треть населения имела позитивное или даже очень позитивное отношение к Соединенным Штатам Америки. Когда же США решительным образом поддержали Израиль и, в общем-то, никак не поддержали палестинское движение, отношение к США решительным образом ухудшилось. Сейчас лишь от 10 до 20% граждан арабских стран имеют хоть какое-то положительное отношение к США. Подавляющее большинство, считает, что США совершенно не помогают и не сочувствуют палестинскому народу, ситуацию, в котором буквально люди называют геноцидом или истреблением. И с их точки зрения Соединенные Штаты никак не наказывают Израиль за это поведение, а всецело стоят на его стороне, что, безусловно, формирует вот этот тренд на негативную оценку еврейского государства. Часто от экспертов по арабским странам внутри США можно услышать, что не так-то важно, что думает так называемая арабская улица, поскольку отношения США со странами региона традиционно строятся на отношениях с лидерами, а учитывая авторитарный характер власти в этих странах, лидеры, дескать, могут не сильно обращать внимание на то, что думают люди в странах, где они живут. Но эта ситуация ложная. Мы помним, что арабская весна началась с акции народного недовольства, и те самые сильные лидеры, многие из которых хорошо дружили с США, лишились своих постов и лишились всей власти, которая у них была. Кроме того, как показывают опросы, арабские граждане, имея негативное отношение по отношению к Соединенным Штатам Америки, могут даже одобрять террористические акции, которые проходят или совершаются в отношении США и американских граждан и интересов. Что интересно, опросы этого исследовательского центра показывают, что пока падает отношение к Соединенным Штатам Америки, то есть позитивное к ним отношение, растет позитивное отношение к Китаю. Хотя, казалось бы, Китай нельзя назвать защитником палестинского народа или страной, которая проводит какую-то последовательную стратегическую его поддержку. Это особенно заметно в одном из опросов, где говорится о том, что
большинство арабских граждан считают, что подход Китая к обеспечению безопасности в их регионе важнее, лучше и правильнее подхода американского. Хотя подход Китая, в общем-то, не то чтобы как-то сформулирован или как-то где-то существует. Я думаю, что здесь можно говорить о том, что тот многополярный мир, который сейчас формируется, в том числе на Ближнем Востоке, заставляет США обращать внимание на то, что действия их, которые ранее могли быть предприняты без всякой оглядки на мнение и руководителей этих стран, и так называемой арабской улицы, сегодня выглядят и звучат совершенно по-другому. Безоглядная поддержка Израиля, когда, например, в отношении палестинцев высказываются просто какие-то общие слова поддержки, например, вот тот самый знаменитый пирс, который построен был в Газе для того, чтобы отправить туда гуманитарную помощь, не то что работает плохо, а вообще практически не работает, ломается вскоре после открытия и из-за неэффективной работы полностью сворачивается. Да? То есть жители арабских государств, жители Ближнего Востока видят, как США, по сути, не проводят политику миротворчества, а проводят политику безоглядной поддержки Израиля, без критики в его адрес или той критики, которая только звучит на словах. А, например, поставка вооружений продолжается, и политическая поддержка в Совбезе и в целом на международной арене также продолжается. Так что ничего удивительного в том, что Соединенные Штаты теряют репутацию на Ближнем Востоке, нет, поскольку, как мы уже с вами говорили, заканчивается эпоха однополярного мира. Примечательно, что здесь большую роль начинают играть Китай, который раньше не мыслил себя какой-то глобальной державой, и Россия, которая предлагает такой интересный подход на основе справедливости, на основе той самой многополярности, с учетом суверенных интересов каждой из стран, с учетом особенностей каждой из стран, которая находится, что называется, на мировой арене. Так что конфликт в Израиле, конфликт Израиля и Газа, конфликт Израиля и Хамас в любом случае будет завершен. Но мало есть оснований предрекать какое-то улучшение отношений к Соединенным Штатам Америки. США сделали здесь свою ставку. Эта ставка, нельзя сказать, что сыграла как-то особенно успешно. И учитывая, что объективная ситуация приводит к тому, что многополярность в мире нарастает, я думаю, мы увидим больший поворот Ближнего Востока к самоорганизации и к сближению с теми центрами силы, которые эту самоорганизацию поддерживают, то есть с Россией или с Китаем. США теряют Ближний Восток, и не нужно нам с вами этого бояться. Это был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, в чем еще вы бы хотели вместе разобраться. Встретимся через неделю.